Друзья, а вы заметили, как быстро меняется автомобильный рынок? Еще несколько лет назад европейские хэтчбеки делились всего на два лагеря – бензиновые и дизельные. Потом пришли гибриды, за ними электромобили, и казалось, что удивить уже нечем. Но китайская компания BYD решила сыграть по своим правилам и подготовила для Европы очень интересный сюрприз. Встречайте новый BYD Dolphin G, первую модель бренда, которую не адаптировали под Европу после выхода на другие рынки, а разработали специально для европейских водителей буквально с чистого листа. Пока большинство производителей предлагают выбирать между обычным гибридом или полноценным электромобилем, китайская компания говорит: а что если совместить лучшее из двух миров? Именно поэтому новый Dolphin G получил фирменную гибридную систему DMI, которая позволяет ездить как на электромобиле каждый день, но при этом не переживать о дальних поездках. Зарядных станциях и запасе хода. Более 1000 километров на одной заправке и зарядке звучит весьма амбициозно, не так ли? Но не стоит обманываться его дружелюбной внешностью. За симпатичным кузовом компактного хэтчбека скрывается гораздо более амбициозный план. BYD фактически выводит на европейский рынок новое оружие, главная задача которого – отобрать покупателей у признанных лидеров сегмента – Renault Clio, Volkswagen Polo и Toyota Yaris. Новинка будет производиться на новом заводе компании в Венгрии и станет первым автомобилем, сошедшим с его европейского конвейера. Это позволит избежать высоких пошлин на китайские автомобили и предложить покупателям крайне привлекательную цену – менее 20 тысяч евро. А если это действительно произойдет, конкурентов ждут непростые времена. Так что сегодня мы подробно разберем, что представляет собой новый Dolphin G, какими технологиями он вооружен. И действительно ли этот компактный хэтчбек способен стать тем самым секретным оружием Китая для покорения европейского рынка? Поехали! Друзья, только взгляните на этот автомобиль. С первого взгляда понятно, перед нами не очередной скучный городской хэтчбек. Спереди узкие светодиодные фары, которые визуально объединены в одну линию, а ниже расположился трапециевидный воздухозаборник с активными заслонками. Если пройтись вдоль кузова, можно заметить динамичные выштамповки, полускрытые дверные ручки и интересное решение с задними стойками, которые визуально будто растворяются в остеклении. А сзади внимание притягивает тонкий светодиодный фонарь на всю ширину кузова. Выглядит стильно и очень по-европейски. В зависимости от версии доступны защитные накладки на колесных арках и диски на 16 или 18 дюймов. Автомобиль создавался специально для европейских городов, где каждый свободный сантиметр на парковке буквально на вес золота. Его длина составляет 4160 мм, ширина 1825, высота 1575, а колесная база достигает 2610 мм. Но самое интересное, несмотря на компактные размеры, он оказался даже немного крупнее популярного Renault Clio, шире, длиннее и с более солидной колесной базой. А знаете, что это дает на практике? Больше пространства в салоне и очень достойный багажник. Его объем достигает 425 литров, а если сложить задние сиденья, то вы получите уже 1225 литров полезного пространства. Что касается подвески, то здесь все довольно проверено и надежно. Спереди используется подвеска типа Макферсон, а сзади установлена торсионная балка. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 1440 до 1555 килограммов. Главное, на что тут стоит обратить внимание, это силовая установка. И вот здесь BYD реально делает ставку на гибрид нового уровня. Супергибридная система, по сути, эволюция их DMI, и это уже 5-е поколение технологии. Причем это одна из первых машин в Европе с такой версией. Машина в обычной жизни ездит как электрокар, а бензиновый мотор чаще работает как генератор, подзаряжая батарею. Под капотом 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 95 сил и электромотор на передней оси. В базовой версии Active суммарно получается 176 сил и 210 ньютон-метра. Тут стоит батарея на 7,4 киловатт-часа. И на чистом электричестве можно проехать примерно до 40 километров по циклу WLTP.
В старших версиях мощность уже поднимается до 212 сил, и появляется более крупная батарея на 18 кВт-часа. На ней уже можно проехать примерно 105 км без капли бензина. И зарядка здесь довольно быстрая, с 10 до 80% за 26 минут. Если собрать все вместе, полный бак на 42 литра плюс заряженная батарея, получаем примерно 1020 или 1040 километров. И при этом расход держится в районе 4,5 литров. И при всем этом динамика тоже не страдает. Разгон до сотни – 8,3 секунды, максималка – 180 км в час. Внутри все как мы уже привыкли видеть в современных авто. Кнопок минимум, экранов максимум. Перед водителем цифровая приборка на 8,8 дюйма, а по центру мультимедиа, либо 10-дюймовая, либо уже 12 и 8, в зависимости от версии. Теперь по комплектациям. Их 4: Active, Boost, Comfort и Sport. Базовая версия Active – это вовсе не пустышка. Тут уже есть LED-оптика, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, цифровая приборка, климат-контроль и даже полный набор электронных ассистентов. То есть адаптивный круиз, автоторможение и удержание в полосе. Сейчас без этого в Европе уже никуда. Для старта более чем солидно. Дальше идет Boost. Появляется увеличенный экран мультимедиа, подогрев сидений и руля, беспроводная зарядка и даже функция, когда машина может питать внешнее устройство. Версия Comfort добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей, двухцветный салон, черно-оранжевый или черно-синий, и система кругового обзора, атмосферную подсветку. Ну и топовый спорт – это уже про стиль. Темные акценты, черные диски максимального размера и спортивная отделка сидений из искусственной замши. BYD Dolphin G выходит в Европу не как очередной гибрид, а скорее как игрок, который сразу заходит с козыря, ценой, способной заметно изменить привычные правила рынка. Почти 19 тысяч евро с учетом субсидий и скидок от самой компании. И вот уже территория, где европейским брендам становится ощутимо теснее. И самое интересное здесь даже не цена, а темпы роста BYD, плюс 70% продаж за пределами Китая. По последним данным, европейские продажи бренда достигли 135 098 автомобилей. И на фоне прошлого года за аналогичный период это уже не рост, а настоящий разгон. Если компании удастся удержать такую агрессивную ценовую политику в июне, когда первые машины появятся у дилеров, а осенью стартует полноценный запуск, то рынок может очень быстро почувствовать давление. И в этот момент у европейских производителей неизбежно возникнет вопрос: а мы вообще готовы к такой игре? Потому что если BYD продолжит играть так же агрессивно, привычный расклад на рынке может начать меняться быстрее, чем многие ожидают. И тогда Dolphin G может оказаться не просто новым хэтчбеком, а тем самым автомобилем, который запустил новую волну конкуренции. Благодарим, что досмотрели видео до конца. Ваше внимание – наша лучшая мотивация создавать еще больше интересных роликов про новые автомобили. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Желаем вам парковаться с первого раза, обходить пробки, чтобы бензин был всегда подешевле, а дороги ровными, как на гоночном треке. Пусть каждая поездка дарит классные моменты и драйв на максимум. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых видео на канале.